Ребята, привет! В викторине на нашем канале был задан такой вопрос. Какие волосы светлее? Волосы, обесцвеченные до 12 уровня, или волосы, осветленные красителем до 12 уровня, или они одинаково светлые? Половина ответивших считает, что волосы, которые осветлялись порошком до 12 уровня, будут светлее, а половина ответивших считает, что они одинаково светлые. Давайте разбираться. Все знают, что порошок имеет более высокую осветляющую способность, чем осветляющие красители. Порошком мы можем осветлить волосы до 9 уровней, а красителем только на 4-5. Когда мы работаем красителем, мы рассчитываем, что он остановит свою осветляющую способность на 12 уровне. Так и есть. И разработчик этого продукта тоже рассчитывает на эту способность красителя. И рассчитывает количество пигментов для нейтрализации фона осветления именно на 12 уровне. Этими способностями и отличаются осветляющие красители между собой. Например, Igora Royal 10 и 12 уровень. 10 уровень остановит свою осветляющую способность именно на 10 уровне и запустит полимеризацию пигментов, которые будут нейтрализовывать фон осветления 10 уровня. Поэтому мы и говорим, что краситель 10 ряда меньше осветляет, но имеет больше пигментов, чем краситель 12 ряда. И вы выбираете, какой вам взять осветляющий краситель, исходя из его технической способности. Осветляющий краситель – это как электричка, которая идет без остановок из точки А в точку Б. С порошками немного другая история. Порошок – это поезд, который тоже стартует в точке А, но его маршрут не ограничивается ближайшей станцией точки Б. Он проедет еще несколько станций С, Д, Е. Поэтому при работе с порошком у нас есть возможность закончить наше путешествие в любой точке. Например, в точке Б, которая соответствует нашей истории и соответствует 12 уровню. Но поезд может ехать и дальше. И если мы не смоем порошок и будем продолжать выдерживать время выдержки на волосах, то мы приедем в точку С. То есть волосы станут светлее. Точка С – это 14 уровень. Или точка Д – это 16 уровень. Или еще выше, еще дальше, точка Е – 18 максимально светлый уровень. Весь смысл порошка заключается только в одном действии – осветлить волос, в отличие от осветляющего красителя, который осветляет и тонирует за одно нанесение. Мы не сможем сойти с нашей электрички раньше, смыть краситель раньше положенного по технологии времени. Иначе мы окажемся где-то в поле, и нам придется думать, как добираться до точки Б, до нашего 12 уровня. А нам придется доосветлять и дотонировать. Но в данный момент нас интересует только пункт Б. Чем вы воспользуетесь? Порошком или красителем? На чем вы поедете? На электричке или на поезде в точку Б? По условиям нашей колористической задачи вы должны достигнуть 12 уровня, не выше. И не важно, чем вы его будете добиваться – порошком или красителем. И вопрос не звучал, какой продукт осветляет выше. Суть вопроса очень практичная, и я приведу для вас пример. К вам пришла клиентка с отросшими корнями и массой волос 12 уровня. Вы не знаете, чем ее красили, но вам нужно сделать один ровный цвет. И в этот момент вы решаете, чем вы будете красить. Если можно сделать за один шаг осветление до 12 уровня и придание оттенка красителям 12 ряда, почему бы этим и не воспользоваться? Это же быстрее и проще, чем делать обесцвечивание, причем не проспать станцию Б, свой 12 уровень, а затем тонировать. Ну, хотя так тоже можно. Но волосы, осветленные красителем до 12 уровня, и волосы, обесцвеченные порошком до 12 уровня,
одинаково светлые.